Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я предлагаю вам вот такой чудесный, красивый, нарядный джемпер размера плюс. Не джемпер, а просто загляденье, который подойдет, в принципе, на любой возраст. Всем будет к лицу. Такой нарядный, модный, с ажурными листиками связан. Несмотря там на какой-то комплексы, обычно у полных женщин бывают комплексы, я думаю, что это не повод огорчаться лишним весом, тяготиться. Я думаю, что вот так можно наряжаться и все равно быть счастливой. То есть счастье – это состояние души, девочки. Вот такой красивый нарядный джемпер. Я вам хочу сейчас приближаю вам картинку. Связан вот такими листочками ажурными. Вот, в общем-то, и в пир, как говорится, и в мир, везде такой джемпер пригодится в гардеробе. Показываю, вот так приближаю. Смотрите, сегодня мы будем составлять с вами описание на размер 50-52, 54-56 и 58-60. Описание под видео я выкладываю. Вяжется очень просто, спущенный рукав, все очень примитивно и легко свяжете, быстро свяжете, потому что узор очень логичный и простой. Схему я нарисовала, схема очень распространена, в принципе, среди вязальщиц, пользуется популярностью этот узор. Я думаю, вы будете, в принципе, довольны. А это вот у нас такой молодежный вариант, да, то есть, как сейчас любят молодые, заправлять в брючки. Я так не ношу, если честно. Мне, наверное, уже как-то не нравится мне так. А молодежь с удовольствием. Поэтому я и говорю, на любой возраст, пожалуйста, вот вам вот такой вариант, то есть такой традиционный, да, на выпуск. И вот такой вот вам вариант современный, молодежный, да. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Пожалуйста. Джемпер очень современный и стильный. Это джемпер из брендового магазина Shein. И, в общем-то, эта модель одна из популярнейших там на размер плюс. То есть ее, в принципе, хорошо покупают женщины. Итак, мои хорошие, если вам приглянулась моделька, оставайтесь со мной на канале. Сегодня у нас будет полнейшее составление инструкции по вязанию на эти размеры. И мы будем с вами выбор пряжи делать, вязать образец, делать расчет плотности. И затем уже конкретно будем делать расчеты по размерно-попетельно. Я покажу вам, как распределить узоры. И затем все это в текстовом варианте будет выложено под видео. Для вашего удобства. Инструкция по вязанию полностью. Итак, сейчас выбор пряжи смотрим. Для вязания я выбрала пряжу Alize Lana Gold Fine Classic из серии. Это полушерстяная пряжа, 49% шерсть, остальное акрил. В 100 грамм 390 метров. Турецкая пряжа, хорошей скруточки, средней толщины. Мне очень нравится эта ниточка. Она не пушистая и, в общем-то, довольно теплая и как раз очень подходит для плечевых вот этих изделий. Спицы используем 3,5. Так выглядит образец узора с листиками. Очень эффектный, интересный узор. В общем-то, и сам джемпер хороший, и пряжа приятная, средней толщины. Пряжа нарядная. Мы будем сегодня с вами вязать этот образец. Схему я нарисовала. Давайте ее посмотрим.
Схема узора выглядит вот таким образом. Раппорт составляет 18 петель в ширину, 20 рядов в высоту. Вот эти циферки, вот эти значки, которые я здесь поставила справа и слева, да, за раппортом, обозначают, что в крайних раппортах вы вяжете не 3 вместе лицевой, а 2 вместе лицевой с соответствующим наклоном. Условное обозначение, девочки, смотрите, у нас, значит, традиционно лицевая петля – это вертикальная черточка, горизонтальная петля – это горизонтальная, изнаночная – это горизонтальная черточка. Накид – это у нас кружочек, треугольничек равнобедренный – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Ну и все. А эти вот, значит, прямоугольные треугольнички, я сказала, вот этот с наклоном вправо, а это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот такая схема несложная, очень такая примитивная. Дальше идем. Выкройка. Выкройка вот таким образом выглядит. Это просто очертания. Все размеры я рисую, как всегда, после того, как мы свяжем образец и определим плотность. У нас идет расчетная часть. Это приблизительно 10-15 минут от конца видео. Смотрите там. Расчетная часть. Там все размеры озвучиваю. Высоту, ширину, все есть. И как попетельно связать, тоже объясняю. Отлично, да? Ну и вот такое описание появляется в результате наших расчетов, которые я выкладываю под видео в виде текста. Здесь полная инструкция, последовательность ваших действий. И все попетельно разложено по полочкам. Так, ну а сейчас давайте приступим с вами к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 39 петель. У меня здесь 2 раппорта, девочки, свяжем давайте. 2 раппорта, чтобы в середине на стыке 2 раппортов у нас получился вот этот красивый листочек. Итак, спицы 3,5 у меня. Начинаем вязать первый ряд. У нас с вами 2 раппорта получается по 18 петель. Затем 1 петля для симметрии и 2 кромочные. И вот сейчас у нас будет петля для симметрии. Первая петля лицевая для симметрии вяжется. Затем делаем накид, 3 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 петли вяжем 1 петлей лицевой вместе с выделением центральной петли. Для этого 1-2 петельки надо поменять местами. Первая за работой, а вторая поверх нее. И все 3 будем вязать как лицевая. 1 лицевая. Затем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. Накид, лицевая. Связали первый раппорт. Второй раппорт вяжем также. Начинаем с вами. Накид, 3 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Также меняем петельки местами, вторая поверх первой. Вяжем как 3 вместе 1 лицевой. Опять 1, 2, 3, 4 лицевые, 3 изнаночные, накид, лицевая. Связали второй раппорт, кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание, и у нас с вами все четные ряды вяжутся, как смотрят петли, а накиды провязываем изнаночными. Третий ряд. Вяжем. Первая петля для симметрии вяжется лицевой. Затем начинается раппорт узора. Накид, лицевая. 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Меняем 1-2 петельки местами, вторая поверх первой. И вяжем все 3 вместе 1 лицевой.
затем опять 3 лицевые, 3 изнаночные, лицевая, накид, лицевая. Раппорт связали, второй раппорт вяжем, накид, лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, 3 изнаночные, затем идет лицевая, накид, лицевая, второй раппорт связан, кромочная, изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас. Я буду, наверное, показывать, девочки, один раппорт, потому что нет смысла второй, он точно так же вяжется, а видео от этого становится более длинным и тяжелым, да? То есть просто повторяете второй раппорт и все по схеме. А сейчас показываем пятый ряд. Первая петля — это лицевая для симметрии, и далее у нас вяжется раппорт. Начинается накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, затем 2 лицевые, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Меняем первой, второй петельки местами и вяжем как 3 вместе одной лицевой. Опять 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем. Начинаем накид, 2 лицевые, да, 3 изнаночные и так далее самостоятельно. Вяжем 7 ряд. Первая лицевая для симметрии. Затем начинается раппорт узора. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Затем идет 1 лицевая и 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Снова 1 лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая. Раппорт полностью связан. Второй раппорт вяжем также накид, 3 лицевые, 3 изнаночные и так далее самостоятельно. 9 ряд вяжем. Первая петля лицевая для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. Накид, 4 лицевые, 3 изнаночные, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Три изнаночные, 1, 2, 3, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая. Раппорт связан. Повторяем такой же раппорт. Накид, 4 лицевые, 3 изнаночные и так далее самостоятельно. Итак, в 11 ряду у нас будет сейчас такая фишка. Будьте внимательны, девочки. Крайние раппорты вот начинаются с вязания 2 вместе лицевой. Для этого мы и делали вот эту одну для симметрии лицевую, да? И заканчиваться тоже будут провязыванием не 3 вместе лицевой, как на схеме, а 2 вместе лицевой. И только те раппорты, которые идут по центру, у нас будут вязаться как 3 лицевой, да, то есть вот стык по центру 2 раппортов, там 3 вместе одной лицевой, а крайне, еще раз повторю, 2 вместе лицевой, чтобы количество накидов и убавленных петель совпадало, понимаете. Теперь вяжем 11 ряд. Значит, смотрите, 2 вместе одной лицевой с наклоном влево вяжем. Начинается с этого раппорта. Затем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные.
накид, лицевая, накид. Опять 3 изнаночные, 4 лицевые. Раз, два, три, 4. И переход на следующий раппорт. Смотрите, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли делаем. На этом раппорт заканчивается. И переход на следующий раппорт идет. Начинается раппорт с 4 лицевых. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Опять идут 3 изнаночные. Накид, лицевая, накид, 3 изнаночные. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. И вот здесь, как я сказала, 2 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Это крайний раппорт так вяжется, заканчивается. Кромочная и изнаночная. Понятно, да? Стык 2 раппортов в центре — это 3 вместе лицевой. По бокам по 2 вместе лицевой начинается. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, 13 ряд вяжем. Начинаем 2 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Далее вяжем раппорт узора. 3 лицевые. Раз, два, 3. 3 изнаночные. Раз, два, 3. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 изнаночные. Раз, два, 3. 3 лицевые. Раз, два, 3. И сейчас у нас будет 3 вместе, 1 лицевой вязаться с выделением центральной петли. 1, 2 петельки меняем местами, 2 поверх 1. Все 3 вяжем 1 лицевой. Все, раппорт связан. Повторяем 2 раппорт. 3 лицевые, 3 изнаночные, ну и так далее, самостоятельно. 15 ряд. Вяжем 2 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Начинаем раппорт узора. 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Меняем петельки местами, 2 поверх 1. Вяжем 3 вместе, 1 лицевой. Раппорт связан. 2 раппорт такой же. 2 лицевые, 3 изнаночные и так далее. 17 ряд вяжем. 2 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Затем у нас идет с вами раппорт узора. Лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, раз, два, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, раз, два, 3, 3 изнаночные, раз, два, 3, лицевая, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. 1, 2 петельку поменяли местами, провязали 1 лицевой. Все 3. Дальше пошел 2 раппорт. Начинаем опять его. Лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые и самостоятельно так далее. 19 ряд вяжем. Начинается как 2 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Теперь раппорт узора вяжем. 3 изнаночные, раз, два, 3, 4 лицевые, раз, два, 3, 4, накид, лицевая, накид. Опять 4 лицевые, раз, два, 3, 4, 3 изнаночные, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли.
Все. Раппорт связан. Второй раппорт такой же у нас. 3 изнаночные, 4 лицевые, накид, лицевая, накид. Опять 4 лицевые, 3 изнаночные, и у нас осталось в конце 2 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. 20 ряд вяжем, как смотрят петли, девочки. И у нас с вами, в принципе, заканчивается раппорт на этом, на 20 ряду. И все, повтор идет с первого ряда. То есть 21 ряд это тот же самый, что первый ряд. Так, сейчас наша задача сделать расчет плотности образца связанного, чтобы в дальнейшем составить описание по выкройке. Так, делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Тянем наш образец, вытягиваем его в распаренном виде. Не слишком ли он, да, вытягивается прям везде волнистый? Ну, давайте поднажмем пару. И теперь в таком расправленном виде оставляем сохнуть. Высох наш образец, берем простую линеечку и измеряем ширину. Как видите, у нас вот такой край неровный получился. Часто задают вопросы, когда такой узор вяжется, как тут сшивать. При сшивании ничего страшного нет. Соединяете последние петли, и все нормально будет у вас. Вот этот листочек, он сам по себе, видите, оттопыривается. Такой он не совсем, он рельефный получается. Поэтому и здесь также будет просто листочек рельефный. Так, ну а у нас получается ширина, вот диктует нам ширина, вот этот параметр. И давайте измеряем. 19 сантиметров. 19 сантиметров, и это 39 петель. 39 разделить на 19. Получаем вот такой плотности. Циферка 2. Надо записать, что в 1 сантиметре 2 петли. В 1 сантиметре 2 петли. По вертикали также измеряем высоту. Тоже неровный край. Смотрим. — 17 получается сантиметров. И надо посчитать, у меня связано 2 раппорта в высоту. 2 раппорта в высоту это 20 рядов. То есть 20 надо разделить на 17 сантиметров. Так, то есть 40 надо разделить на 17 сантиметров. Получается 2,35 плотность по вертикали. Также запишем в 1 сантиметре 2,35 ряда. Эти цифры будем сейчас использовать в расчетах. Итак, у нас вот такая будет с вами использоваться выкройка для расчетов. Ну, обычно спущенный рукавчик. Смотрите, девочки, будем использовать с вами следующие размеры: 50, 52, 54, 56, 58, 60. Ширина спинки переда, первый размер 58 сантиметров, второй размер 64 сантиметра, третий размер 68 сантиметров. При плотности 2 путем умножения получаем 116 петель первый размер, 129 петель второй размер и 137 петель третий размер.
Распределяем петли следующим образом. Первый размер 6 раппортов у нас идут по 18 петель. Также мы вяжем кромочные, затем идут 3 изнаночные добавочные, одна петля идет для симметрии, крайне правая мы вязали в образце, она нужна. Затем 6 раппортов подряд по 18 петель, заканчивается 3 изнаночными и кромочной. В сумме это дает 116 петель. Второй размер. У нас идут 7 раппортов подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 18 петель. Также идет крайне правая для симметрии и кромочная. Здесь идеально вписалось 129 петель. И третий размер 58-60. Значит, то же самое мы берем, но добавляем 4 изнаночные справа, 4 изнаночные слева. То есть те же 7 раппортов по 18 петель, 1 для симметрии, 2 кромочные, но еще 4 изнаночные справа, 4 изнаночные слева. То есть вы набираете кромочная, у вас вяжется, затем 4 изнаночные, затем петля для симметрии, 7 раппортов подряд вяжете, заканчиваете 4 изнаночными и кромочной. Так вы вяжете спинку и перед. Теперь переходим сюда, к выкройке. Значит, здесь у вас будет начинаться вязание с планки. На высоту 8 сантиметров вяжете резинкой 1 на 1. И вот затем переходим на те петли по распределению узоров, как я вам только что озвучила. Петли закрываем. Значит, здесь у нас будет небольшой вырез горловины по спинке на глубину 2 сантиметра. И на каждый вырез приходится поразмерно. Смотрите, если мы берем 21 сантиметр, вот эту ширину выреза на первый размер, то следующий размер идут чуть больше. То есть здесь у нас получается 42 петли первый размер, второй размер вырез горловины 45 петель, третий 47 петель. И все, что осталось, это петли плеч 37, 42, 45. Высота проймы. Первый размер 22 сантиметра, второй 23,5, третий я сделала 25 сантиметров на 58-60. Понятно, да? Значит, глубину по переду выреза я сделала 10 сантиметров. И здесь сейчас я введу понятие вертикальной плотности. Все вот эти мерочки, которые у нас стоят, размеры по вертикали, обязательно переводите в ряды. То есть вот у меня стоит от планки до выреза горловины первый размер, к примеру, 42 сантиметра. 42 надо умножить на вертикальную плотность, которую мы с вами получили при расчетах. 2,35. Получается 98 рядов. Всегда берется четное число. То есть я пишу 42 сантиметра, это 98 рядов. И их надо вязать именно 98 рядов. Не надо ничего измерять сантиметрами. Считайте, девочки, ряды. Это требуется для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось. Вводится понятие вертикальной плотности. Это своеобразный коэффициент плотности, который, в общем-то, нам необходим, чтобы правильно и грамотно связать изделие. Рукав. Давайте на рукав переходим. По рукавчику у нас идет также планка на 8 сантиметров. И далее идет распределение узоров. На все размеры получается 3 раппорта по 18 петель. Значит, начинаем первый размер с кромочной, 1 петля для симметрии. И далее у нас идут 3 раппорта по 18 петель. И в сумме это 57 петель вместе с кромочными. Затем второй размер идет 59 петель, ну всего на 2 петельки больше. Хотите, увеличьте это значение, если посчитаете, что манжета слишком тугая. Это по желанию. У меня получается, начинаете с кромочной, добавляйте одну изнаночную справа, одну изнаночную слева. То есть кромочная, изнаночная, затем петля для симметрии, 3 раппорта подряд по 18 петель, заканчиваем изнаночной, кромочной. Это второй размер. Третий размер, 63 петли набираем
И там, где у нас одна изнаночная, получается по 3 изнаночных добавляются к 3 раппортам. При переходе к узору сразу же начинаем формировать с вами скос рукава. Петли прибавленные я рекомендую включать либо в узор, либо по желанию там в лицевую изнаночную гладь, как хотите. Скорее всего в изнаночную, конечно же. Так, и теперь как равномерно распределить прибавки. Во-первых, мы всегда считаем, сколько у нас петель в самой широкой части рукавчика. У меня получилось при нашей плотности 87, 93, третий размер 99 петель. Ну, вот эту величину умножаем на 2, то есть это половинчатый размер, да, и умножаем на плотность 2. Вот такие суммы числа получаются. Затем из вот этого числа, предположим, 87 отнять 57, да, устно считаем. Это будет 30 петель. И 30 петель делим на 2 скоса. Получается, по каждому скосу надо прибавить 15 петель. Опять вводим понятие вертикальной плотности. От планки до конца рукава у меня 38 сантиметров при моих мерках. У вас должна эта мерка быть индивидуальная. Пожалуйста, обратите внимание на длину рукава по желанию. Кто-то любит здесь напуск, кто-то не любит. То есть эту мерку надо обязательно для себя четко, индивидуально измерить. Я показываю для примера. Если у вас, предположим, вот у меня 38 сантиметров от планки, и это переводим также с помощью вертикальной плотности сразу в ряды, получается 90 рядов. 15 петель по скосу, 90 рядов делим на 15 петель по скосу. Получается циферка 6. То есть в каждом 6-м ряду я делаю прибавку. И так 15 раз подряд, да? И когда у меня будет 87 петелечек, закрываем все петли. Точно так же я посчитала и все остальные размеры. Для второго размера у меня в 5-м ряду, и для третьего тоже в 5-м ряду получилось. Так, мои хорошие, в общем-то, видите, модель очень простая, простейшая выкройка со спущенным рукавом. Здесь нет никакой у нас с вами окат не вывязывается. Все элементарно и просто связать. Красивая модель, простая и удобная. Я желаю вам удачи, желаю вам связать эту красивую вещь своими руками успешно и до новых встреч.